Да, между камней здесь надо идти. А я вижу там впереди следы. Кто-то впереди меня прошел еще. Значит, надо идти сюда. Мы на верном пути. Тем более, что приложение показывает, что это правильно. Идем сюда. Среди необъятных просторов Индийского океана только при большом увеличении вы разглядите на карте несколько точек. Это Сейшельские острова. Единственные океанические острова на Земле, состоящие из гранитной породы. Отполированные дождями и морским прибоем гранитные валуны, белоснежные пляжи, бирюзовый океан и нависающие над водой кокосовые пальмы. Такую картинку можно увидеть либо в радужных снах, либо только на Сейшелах. Сейшельские острова открыли французы и дали им французские названия. Маэ – крупнейший и самый оживленный остров архипелага. Это центр туризма на Сейшелах с красивыми пляжами и множеством гостиниц, в том числе на искусственно намытом острове Эден. Прослин или Пролен – именно так на французский манер местные жители называют этот остров. Он в 3 раза меньше по площади и в 12 раз по числу населения, чем Маэ. Еще меньше остров Ладиг с населением всего 2800 человек. В состав архипелага входит еще около 150 мелких островов и атоллов, большая часть которых необитаемы. Сейшелами также долго владели англичане, о чем напоминают копия лондонского маленького Бена в столице Виктория, левостороннее движение и английский язык как официальный, наряду с французским и креольским. Сейшельские креолы составляют 95% населения страны. Это потомки бывших африканских рабов, смешавшиеся с индийцами и европейцами, и имеющие свою собственную культуру, традиции и язык, который, в свою очередь, является смесью французского языка и африканских наречий. Ладиг, пожалуй, самый живописный, тихий и уютный из Сейшельских островов. Площадью всего 10 квадратных километров он похож на утопающий в цветах и зелени дачный поселок. Разве что только вместо яблонь в садах растут кокосовые пальмы. А это половина дома, которую мы снимали. У нас была спальня с кондиционером, туалет, душ, горячая вода и большая гостиная с кухней. Хозяйка дома, потомок первых французских поселенцев, встретила нас фруктами и даже угостила креольским ужином. Салат из моркови и капусты, рыба под луковым соусом, рис и филе рыбы-попугая. В местной кухне принято делать надрезы на рыбе, чтобы вкладывать туда специи. Раньше все жарили на кокосовом масле, но теперь это дорого, так что пришлось перейти на подсолнечное. Позже мы купили у рыбаков большую рыбину, которой хватило нам на целую неделю. На Ладиге всего 2 или 3 бетонные дороги, и главное средство передвижения здесь – это велосипед.
На нем минут за 20 можно доехать до самых дальних пляжей и оставить в любом месте. Велосипеды здесь никто не крадет. Единственный дорожный знак, который я здесь заметил – осторожно, дорогу пересекают черепахи. На пляже Ан-Север действительно живет черепаха, которую любят подкармливать туристы, и кто-то даже оставляет ей в кастрюле воды. Ей всего 28 лет, хотя выглядит она намного старше своего возраста. Да, вот к чему приводит долгое лежание на пляже. Каждый пляж на Ла-Диге уникален, и интересно побывать на всех. В первую очередь, это, конечно, самый фотографируемый пляж в мире – знаменитый Ан-Сурс-Даржан, визитная карточка Сейшельских островов. Гранитные глыбы, обрамляющие пляж, которые какая-то поэтическая душа назвала застывшими сердцами влюбленных, идеальная декорация для романтической свадьбы. Тем более, что на Сейшелах это организовать проще простого, включая свадебного регистратора и оформление всех документов. Но фотографиям позавидует любой глянцевый журнал. Здесь также можно взять на прокат прозрачный каяк. К сожалению, все кораллы на Сейшелах погибли в результате резкого повышения температуры воды в океане. Так что кроме рыбок ничего особенного под водой вы не увидите. В последнее время на Сурс-Даржан также появилось много водорослей. С учетом того, что плата за вход составляет 10 евро, думаю, местная администрация могла бы позаботиться и о чистоте. На самом деле, по закону, все пляжи на Сейшелах общественные, и в данном случае плата взимается за посещение бывшего колониального поместья Юнион Эстейт, через которое проходит дорога на пляж. Обходить же территорию поместья по воде во время полного прилива может быть довольно рискованным занятием. Поэтому я бы все-таки посоветовал купить билет. Тем более, если вы впервые на острове, так как здесь определенно есть на что посмотреть. Некогда на территории поместья была кокосовая плантация, и здесь вам покажут полный цикл переработки кокосовых орехов. Вначале их очищают от кожуры. Можно и самому испытать свои силы, орехов тут целая куча, а заодно и попробовать сладенькой кокосовой воды. Внутри ореха, который какое-то время пролежал на земле, образуется очень вкусный и богатый витаминами зародыш. Зародыш кокоса съедобен до тех пор, пока росток не достигнет 35 сантиметров. Если в кокосовую стружку добавить немного воды, а затем отжать, то получится кокосовое молоко. Здесь орехи сушат, чтобы извлечь маслянистую мякоть, которая называется копра. Из копры отжимают кокосовое масло, а очень питательный жмых идет на корм животным. Но и это еще не все, что можно получить из кокосовой пальмы.
Voilà, c'est ça, c'est le vin. Это вино, Oui, et ici, là, c'est le fleur. а это цветы. Voilà. Стебли кокосовых соцветий очень сочные. Их связывают в пучок, обрезают и концы опускают в бутылку. Туда по капле стекает сок, который тут же начинает бродить. Таким образом, за день можно собрать до 5 литров шипучего алкогольного напитка, называемого здесь калу. На ладиге с добавлением калу пекут очень вкусный кекс. В парке также можно покормить гигантских сейшельских черепах. Вслед за Анс-Сурс-Даржан, за огромной скалой, находится небольшой, но совершенно идиллический пляж Анс-Пьеро. Говорят, на нем снимали одну из экранизаций Робинзона Круза. Наверное, потому, что попасть на этот пляж можно только потерпев кораблекрушение. Ну или пройдя по воде около 500 метров. Другого пути нет. Но отвлечемся от пляжей и посетим небольшой заповедник Ля Вёв, что в переводе с французского означает «вдова». Вдовой здесь называют сейшельскую райскую мухоловку из-за ее и сине-черного оперения. Эта редчайшая птица обитает только на острове Ладиг и предпочитает вить себе гнездо в этом заповеднике. Самка обычно откладывает только одно яйцо, и оба родителя вместе выкармливают птенца. Я еще дважды видел райскую мухоловку на Ладиге за пределами заповедника. Вообще здесь можно увидеть массу всякой живности, просто сидя на своей веранде. Вот сейшельский воробей вьет себе гнездо. Эти птицы очень распространены на островах, а их серые самки ничем не отличаются от наших воробьев. Еще один житель сада – пальмовый паук, величиной с женскую ладонь. Он плетет очень прочную паутину золотистого цвета. Эти пауки не опасны, но в руки их лучше не брать. Вот дневной геккон слизывает с бутонов пальмовых цветов сладкую росу. Он не прочь полакомиться и нектаром, а с пчелами у него, видимо, мирный договор. Вечером по стенам и потолку бегают шустрые домашние гекконы, которые ловят насекомых, привлеченных светом фонаря. Если они заберутся в комнату, то рано утром могут разбудить своим чириканьем. Перед закатом в небе также появляются летучие лисицы. Они намного крупнее обычных летучих мышей, не обладают эхолокацией и питаются фруктами. И снова на пляж. Анс-Север – очень популярный тенистый пляж с потрясающими закатами. Анс-Патат – незащищенный коралловым рифом маленький пляж с гранитными валунами и бирюзовым цветом воды. Краски здесь такие же яркие, как на работах коренного сейшельца Жоржа Камила.
Его картинная галерея находится рядом с пляжем. Ансбанан известен своим популярным рестораном, где раньше подкармливали живущих на воле черепах. Теперь черепахи переместились немного дальше и в жаркое время прячутся в лесу среди камней. Ансфурми – редко посещаемый и последний из череды мелководных пляжей на восточной стороне острова. Здесь заканчивается идущая вдоль берега дорога и начинается самое интересное. Но об этом позже. Подъем через джунгли на высшую точку острова Орлиное гнездо – классический пешеходный маршрут на Ладиге. По высоте это всего 330 метров и большая часть пути по бетонной дороге. Но не надо обольщаться, это то еще приключение. А вот та развилка, которую я пропустил. Я пошел по этой тропе. Направо. Самая трудная и самая короткая. На тропе мне также повстречались райская мухоловка и гигантская сейшельская многоножка, которая занесена в Красную книгу и совершенно безопасна. Недалеко от дороги я заметил одичавшее дерево авокадо. А вот авокадо, выращенное в саду. Это экзотические кремовые яблоки. Как оказалось, здесь не только я интересуюсь бесхозными фруктами. Can you give me one? Это так называемые золотые яблоки, которые часто можно увидеть в садах на Ладиге. Oops. Oh, thank you very much. Хлебное дерево. Сейчас их плоды никто не собирает. Проще в магазине купить картошки. Звездный фрукт карамбола, а также манго в поместье Юнион Эстейт. C'est des mangues. Ну а теперь о новинке на Ладиге, оборудованной тропе на Анс-Кайман, откуда рукой подать до лучших пляжей острова. В середине дня здесь уже скопилось столько велосипедов. Люди идут на Анс-Кайман и дальше на Анс-Коко. Благодаря деревянным мосткам и лестницам, проложенным по камням, теперь до ранее труднодоступного пляжа Анс-Кайман можно дойти всего за 25 минут. Правда, придется немного попотеть.
Уже Анс Кайман показался. Ну, чуть-чуть пройти надо по камням. Ну вот, наконец, небольшой пляж и бар, хозяин которого оборудовал новую тропу. Короткая передышка и легкий переход через горку на Анс-Коко, возможно, лучшему пляжу на Ладиге. Анс-Коко – огромный, поражающий своим простором и мощью океана пляж с изумительным цветом воды всех оттенков лазури. Несмотря на большую доступность и даже появившийся здесь пляжный бар, Анс-Коко все равно кажется затерянным кусочком рая. Немногочисленные посетители скапливаются в углу пляжа у небольшого природного бассейна, закрытого от волн гранитными валунами. Более легкая тропа на Анс-Коко проходит через пляжи Петит-Анс и Гранд-Анс, до которого можно доехать на велосипеде с другой стороны острова. Пляж Гранд-Анс вполне оправдывает свое название. Он очень большой и очень широкий. Его недостатки – отсутствие естественной тени и довольно большие волны. По пути на Анс-Коко за этой каменной грядой находится такой же роскошный пляж Петит-Анс, который к тому же всегда практически безлюден. Поход на мифический пляж Анс-Марон на южной оконечности острова – заветная мечта любителей неизведанных троп. Южная сторона Ладига – это самая дикая и труднодоступная часть побережья, не защищенная коралловым рифом. Волны здесь изо всей силы разбиваются о скалы, а путь то и дело преграждают колючие заросли и завалы гранитных валунов. В этот поход настоятельно рекомендуется брать гида. Но если вы идете один и используете мобильное приложение,
то бывает очень трудно понять, надо ли карабкаться по камням вверх, либо искать проход между ними. Так я несколько раз терял тропу. Приложение показывает, мы на верном пути. Здесь надо искать дорогу между этими камнями. Вот следы чьи-то. Значит, идем здесь. Море плещется. В общем, неправильно. Возвращаюсь назад. Что-то сбой. Люди тоже, видимо, развернулись, потому что там не пройти. В общем, перебрался я по этим камням кое-как. Так смог. Вот я все еще на этом же пляже. Приложение показывает идти дальше. Ну, пойдем дальше. Ну, вот здесь уже нахоженная тропа. Прошли мы все камни, вышли снова на тропу. Все равно тут не так легко ходить. Интересная пальма, похожая на ананас. Может, это ананасы и есть? Интересно. И здесь такая она большая. Это просто отдельная ветвь. Это еще есть ананасы. Вот. Вон он. Желанный. Красавчик Анс Марон. Но здесь надо пройти еще вот эти скалы. Ох, тучка нашла. И пляж передо мной. Роскошь. Приложение показывает, надо идти вперед по этим камням. И там где-то спуск на пляж. Да, надо спускаться с помощью рук и хорошей обуви. На Анс Марон самое впечатляющее нагромождение гранитных валунов на Ладиге. Но главное, что вы таки смогли сюда дойти, не сломав себе ног. Немного в стороне от пляжа есть защищенный от волн бассейн, и окунуться в него после нелегкого похода – настоящее блаженство. Вот это вот с гидом пришли сюда на пляж. Рыбок полно. Тут их подкармливают. Я им тоже туда брошу. Они пошли на Гранданс. Я тоже за ними скоро пойду. А эта группа пошла на Анс-Турсдардан дальше. Я тут наедине с рыбками. Соседний остров Праслин известен прежде всего своим потрясающим пляжем Анс-Лацио, входящим в число лучших пляжей мира. На Анс-Лацио прекрасно все. Белый песок,
прозрачная как слеза вода, много тени и даже спасатель, зорко следящий за вашей безопасностью. Перейдя по тропе через небольшую горку, вы попадаете на укрытый за скалами малый Анс-Лацио, напомнивший мне пляж Робинзона на Ладиге. На обратном пути я обратил внимание на пальму с крупными листьями, похожую на знаменитую коко-де-мер или морской кокос, которая в диком виде встречается только на островах Праслин и Куриоз. Ее орехи в форме женских ягодиц – один из символов Сейшел, и в аэропорту на пограничном контроле вам ставят в паспорт оригинальный штамп. Пальмы коко-де-мер бывают двух разновидностей – мужские и женские. Обратите внимание, по мужскому цветку пальмы ползает ящерица. Это сейшельский бронзовый геккон, который обитает только на Праслине и питается пыльцой коко-де-мер. Орехи же вырастают только на женских пальмах и могут весить до 42 килограммов. Это самые большие семена в растительном мире. Сердцевина спелых орехов очень твердая и обладает целебными и афродизиакальными свойствами. Ломтики и тонко нарезанные хлопья коко-де-мер высушивают в специальной холодильной комнате и продают в частности в Китае, где они пользуются большим спросом. Орехи, из которых уже достали сердцевину, склеивают и продают как сувенир. Каждый такой сувенирный орех снабжается государственным сертификатом и может стоить от 400 до 900 евро. Прекрасным сувениром могут также стать духи из коко-де-мер, произведенные на Сейшелах. В их состав входят коко-де-мер, цитронелла, магнолия и розовый перец. Каждое наименование духов содержит разные эфирные масла, смешанные с коко-де-мер. Например, эти духи производят из экстракта мужских цветов коко-де-мер, мяты, лимона, имбиря и других ароматов. Природный заповедник Вале-де-Ме на острове Праслин – это целый лес коко-де-мер, могучих пальм с огромными плодами и листьями. Огромнейшие пальмовые листья просто застилают небо. Вот сколько еще тут неучтенных коко-де-мер. Этот не отрывается от земли, пустил корень. Еще один красавец. Нигде больше я не видел таких джунглей, где практически нет подлеска. Эти пальмы полностью перекрывают свет другим видам растений, а их собственные ростки, получая много питательных веществ из очень тяжелых орехов, быстро и мощно устремляются вверх. Тяжелый. Упс. Но корень он еще не пустил. А это не кабель. Это черешок пальмового листа. Вон с этой пальмы. Вон она какие. Листья у нее широченные. Только здесь начинаешь понимать, насколько могучи эти пальмы. Крупнейшие из них достигают высоты 30 метров, а их возраст более 800 лет. Один раз увидев коко-де-мер, ее уже не спутаешь ни с чем. Праслин, конечно, интересен,
но мне больше по душе беззаботная атмосфера Ладига с его роскошной природой и фантастическими пляжами, и где велосипед и пара крепких кроссовок дают вам чувство полной свободы. А закончу я все же закатом на острове Прослин, хоть и не таким красивым, как закаты на Ладиге, но он был последним перед нашим вылетом.